И всем привет! Меня зовут Влад4. Ну что, соскучились по жаркому контенту? Сегодня мы приготовили для вас огненный выпуск, главным героем которого будет кто? Я. А еще отважный, смелый, огнеупорный пожарный. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы точно пожарный? Вроде костром пахнете. О-о-о. Да, я только что с объекта. Следующий пожар через 2 часа, поэтому давайте к делу. Так, 2 часа, в принципе, должны успеть. В общем, ситуация такая, очень серьезная. Вот там, вот за этой дверью сидит котенок. Его кто-то туда замуровал, и его нужно спасти. Но все не просто так. Перед тем, как добраться до этой двери, нужно пройти все вот эти испытания. Сначала нужно пройти 100 слоев челлендж. Сломать первую дверь, вторую дверь, третью дверь и освободить котенка. Просто так, ну нельзя, это магия туда, вот, ну, невозможно. Тут идешь такой и... По сравнению с тем, с чем мы сталкиваемся каждый день, это все ерунда. А котят спасали? Это у нас самый частый случай. Ну что, тогда начинаем. Конечно же, 100 слоев и 3 двери руками не сломаешь. Поэтому у нас есть арсенал. У нас тут есть все, от вот таких вот вил до водяного бластера. Также есть лопата, болгарка, кирка, можно даже алмазы добывать. А еще есть вот такой вот интересный инструмент. Это багор. Багор? Ну, я предлагаю с него и начать. Легко. Всякие предметы буду выдавать я, потому что я здесь как бы создал канал. Ну чё, погнали! Итак, первое испытание. 100 слоев пленки. Это на самом деле непросто. Держит. Кстати, как понять, что этап пройден? Вот такой вопрос может у тебя создаться. Этап считается пройденным, когда сквозь эти слои пройдет вот этот вот огнетушитель. Он, в принципе, размером с огнетушитель. Ферштейн. В принципе, можно и начинать. Ого. Угу. Ну, по-моему, сюда огнетушитель не залазит. Тараном взять не получилось. Попробуем расковырять. И воспользуемся крюком. Ого! О, смотрите, что произошло. Смотрите, идем сюда, идем сюда. Наш крюк сломался. Что будем делать? Ну, это тебе как бы решать. Я-то тут что? Я здесь и развлекаю. Так, а кто мне выдавал реквизит? Реквизитор. Придется воспользоваться. Руками. Ну, всегда можно симпровизировать. Главное, что у нас есть что-то остренькое. Настоящий пожарный в любой ситуации включает голову и начинает решать проблему. Так. Ну, знаешь, мне кажется, если продолжить чисто ковырять, ничего не получится. Надо менять тактику, потому что дырок больше становится, а огнетушитель все еще не пролазит. Попробуем включить режим Супермена. Подержи со своей стороны. Не, Влад, это не дело. Пошли выбирать что-нибудь посерьезней. Давай. Смотри, что я придумал. Ты сам выбираешь любой предмет на любой этап, но использовать его можешь ты только один раз. Вот эту штуку ты уже брать не можешь. Один раз воспользуешься топориком, и все. Главное спасти котенка. И один раз только вещь использовать. Все, больше правил нет. Ну что, теперь ты можешь посмотреть, какие препятствия тебя ждут. Придумать какую-то стратегию, ознакомиться с арсеналом и как бы начинать уже включать голову. Толстенький, крепенький. Ну ничего, и не таких роняли. О, это полная жесть. Знаешь, сколько здесь слоев? Дай угадаю. 100. Точно. Название ролика же все видели? Броня крепка, и танки наши быстрые. Не, ну если здесь не бензопила, ну я не знаю, ну я не понимаю, что... Она родимая. Это проходим. Так, а это что? Это 100 слоев джинсы. Ясно. Ну, с этим мы что-нибудь придумаем. Так, здесь, походу, слоев, ну реально 100. Могло показаться, что это картон, но нет. Это бумага для обертывания подарков. Камни, ножницы, бумага.
Ого, а это что за броня? Пенопласт. Какие-то коварные негодники запенили еще швы между ним зачем-то. Чтоб держал. Ну ничего, для нас это не будет препятствием. Ну и твое любимое. Коварно. Что-то мне подсказывает, что эта стрейч-пленка будет сложнее всего вообще. Вот так вот, люди. Стройте дома из стрейч-пленки. Ну, в общем-то, все понятно. Цель ясна. Стратегия уже какая-то нарисовывается. Давайте вернемся к реквизиту. Что здесь можно сказать? Большинство этого реквизита давно и успешно применяется в нашей практике. Но есть несколько непонятных Может быть, приборов. шашка? Ого! Давай, пойдем, родной. Вперед! Пришло время распаковывать подарки. Оп! Опа! Вот мы и нашли, где у нее слабое место. Прогресс виден, но, кажется, он очень много сил тратит, понимаете? И много движений лишних, он устанет. Это ты зря так думаешь. Пожарные не останавливаются и не сдаются, пока не выполнена цель. Поясню для тех, кто не понимает, что происходит. Шашка эта совсем тупая. Но мы не сдадимся и победим. Ну что, близко, близко, я уже вижу свет, с той стороны. Да! Принимаю роды. Входит и выходит. Замечательно выходит. Так, все, принимаю. Получается, первый слой пройден. У-ху! Эй! На самом деле, эта штука полностью тупая и не заточенная. Это был муляж, и он справился. Представляете, мы вот так вот его пранканули, подставили. Молодец. Далее переходим к пенопласту. Вообще, очень нравится этот звук. Но так мы его будем побеждать очень долго, поэтому воспользуемся чем-нибудь. Я тебе скажу, ты уже нормально так сантиметр пенопласта как бы уже и сделал. Но, как говорится, еще 10 тысяч ведер и золотой ключик у нас в кармане. Я думаю, для этой непроходимой преграды вполне подойдет обычный топор. Топор? Ну ты посмотри, у тебя столько всего еще, где может понадобиться топор. С самого начала у меня был план, и я его буду придерживаться. Вот он, то, что надо. И неоспоримое преимущество этого инструмента перед предыдущим в том, что он все-таки заточен. И сейчас мы проверим, как это мне поможет. Ну, я думаю, проблем вообще никаких не должно быть. Хоть! Оп! Смотрите. Это чем-то напоминает снег. О! Это так залипательно, даже не хочется ничего говорить. Сплошное счастье. Прям Новый год. Как служба в декабре. Оп! Опа! О, последние удары. Есть пробитие. Воу! Еще пару ударов давай. Любимая, я дома! Давай, я готов принимать роды. Опа! Есть, идем дальше. Так, 100 слоев настоящих, посмотрите, ну прям, ну это уже не шуточки. Угадай с 3 раз, что я буду использовать? Камни или ножницы? Я думаю, что водный пистолет. Ну, раз ты так просишь, давай попробуем с водного пистолета. Водный пистолет просто надо будет подождать немножечко, но работать должно 100%. У нас их 2, поэтому помогу тебе. Не-н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 е. Он так не работает, да? Я понимаю, что я горячий, но... Погнали! Силушка богатырская. Походу, я перестарался. Ну ничего, смотри. У меня, в принципе, вот видишь, потихонечку, не спешишь, все льется. Можешь пока отдохнуть. С удовольствием. Солдат спит, служба идет. Опа. Почему я работаю, а он спит? Учись, салага, а то так всю жизнь будешь ролики Ну снимать. да, давай, ты тоже поработай. Это последний рабочий водный пистолет, поэтому дальше придется руками, так что не сломай. А водичка у нас не ограничена, надеюсь? Водички много, да. Проверяем. Углубились мы только на 1 слой. Нет такого препятствия, которое не под силам русским богатырям. Так, подожди, давай посмотрим, сколько слоев у тебя получилось сломать. 1, 2, 3. Всего лишь 3 слоя. Непорядок. В общем, это супероружие не работает. Давайте воспользуемся традиционным русским вилами.
Подожди, стоп. Ну, вилы. Вилы, бумага, вилы, бумага. Может, это ножницы? Ножницы — отличная тема. Может быть, пила. На пилу у меня особые планы. Нужно что-то остренькое. Лопаточка нормально. Лопаточка прекрасно. Может быть, возьмешь ведро? Ну, кстати, да. Конусное ведро. Специально сделано такой формы, чтобы зимой можно было пробить лед на водоеме и набрать с него воды. Очень удобно. А самое главное, если нам удастся взять эту бумагу тараном, то диаметр ведра примерно равен диаметру огнетушителя. Пойдемте проверим. Блин, что он меня слушает постоянно? Я же по приколу сказал. Ну ладно, посмотрим, может получится. Надеюсь, что бумага уже достаточно размокла. Сколько там у нас осталось слоев? 97, мы же 3 сломали. Добрый путь. Давай, принимаю. Изи. Передавать или на слово поверишь? Оп, Хорошо. готово. Не ожидал такого от ведерка. Итак, джинсы. Отлично. Сейчас мы из них сделаем модные джинсы с дырочками для коленок. Начнем с ножничек, я думаю. Ну что, погнали? Ага. Однако, джинса качественная. Турецкая, что ли? Получать джинса. О, пошло. Ранен. Ага. Чик. Понятно. Что-то видно, подкладочка пошла, кармашки. Дай-ка глянем, какие у тебя там прогрессы. Так, 1, 2, 3 слоя прошел. Что там дальше? Там, блин, много всего, я тебе скажу. Ну давай тогда, посторонись. Пробьемся. Оп, все, мне кажется, насквозь. О, Смотри, что ты сделал. а вот и финал. Пошло! Ножницы не смогли, а он руками смог. Почти Чак Норрис. Оба. Взял. Итак, 4 этапа прошли. Ну, сейчас начнется самое зрелищное. Бензопила. Все. Ты уже увлекся, тебе ж надо было-то всего лишь вот такой квадратик, а ты ж я могу уже пролезть. Когда что-нибудь пьешь бензопилой, остановиться невозможно. Ну, есть такое. Па-бам! Ну что, дальше. Что скажу? Я этот материал вижу впервые. Я вообще не представляю, как он себя поведет. Он вроде твердый, вроде не сыпется. Я очень ждал именно эту станцию. Я тебе скажу, что у тебя еще много прикольных предметов. Начнем по-легкому. С монтировочки. Так, дай позырить. Это какое-то дерево в бетоне. Ладно, слушай, чисто от меня и от подписчиков. Хочется, чтобы ты взял кувалду и такой... Окей. Так, заценим результатики. Угу. Блин, ну очень четкие разрезики. Смотрите, вот ровно, вот как он сверкнул ее, вот такой и квадрат. Эй! Ау! Выглядит очень плотным такой материал, как будто реально что-то с цементом. Ну, по сути, это просто какая-то деревяшка твердая, сыпется, как песок вообще. Так, пошло. Аккуратненько краешки. Есть. У тебя вон еще, смотри. Броня. Так, а что ты собирался сюда использовать? Понятно. Читерские приемчики, болгарочку, да? Болгарочку, да. Погнали смотреть инструменты. Так, у тебя помимо болгарки есть еще кирка, лопата, вилы. И насос. Насос. Кто его вообще сюда засунул? Непонятно. Так, ножовочка. Можно, конечно, но это будет долго Скукота какая-то. и скучно. Ну вот, я думаю, что-то можно из этого попробовать. Не из этого, а вот из этого. Давайте попробуем кирку. Чек. Так, делаю ставки. Или пробитие, или все вообще просто сломает. Проверяем. Ну, ребят, честно говоря, это вам чисто для контента. Хорош! Пробитие. Но листик ранен. Да, еще попыточку. А чего нет? Отличное физическое упражнение. Сейчас сделаем еще здесь дырочку,
здесь дырочку, и пилить вообще будет очень удобно. Ну, отверстие получится не очень квадратное, но для наших целей подойдет. Не знаю, как и вам, а мне уже мерещится малая медведица, только хвостика не хватает. Вот так. И идем за болгаркой. Так, ну теперь-то давай. Добавим немножечко искр в этот ролик. Держи, держи, я тебе все помогу. Добавим в этот ролик немножечко огня. Я уже здесь. Так. Красиво! Получается хорошо. Чего остановился? Я вот подумал, у нас еще в запасе остался насос. Почему бы его сейчас не применить? Я тебе сейчас принесу. Окей, окей, окей. Так, давай пробовать. Блин, у меня есть предчувствие, что что-то тут может не получиться. Все получится. А, не, нормально. Работают профессионалы. Все, принял. Ровно столько, сколько необходимо. Глаз алмаз. Отлично, все 100 слоев пройдены. Теперь переходим к дверям. Ребята, я кое-что выяснил. Смотрите, у нас на канале 22,5 миллиона нормальных людей. А 43%, кто смотрит мои ролики, они являются пришельцами. Вот знаете почему? Потому что они приходят, посмотрели ролик и уходят. Ну, пришельцы, пришли-ушли. А это, между прочим, вот столько вот человек. Да, ребята, очень много пришельцев. Вот вы, нормальные люди, вот представьте, вот сидят вот вместе с вами на экран смотрят пришельцы. Ну, это разве нормально? Так вот, пришельцы, у меня к вам есть челлендж. Прямо сейчас спуститесь вниз и нажмите на красную кнопочку подписаться. И вуаля, вы станете нормальным человеком. Сделайте это прямо сейчас. Давайте проверим, получится или нет. О, смотрите, смотрите, смотрите. Сидит, смотрит. Иди сюда, иди сюда, иди. Давай, 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 иди. Смелее, давай. Посмотрите, вот так вот пришельцы выглядят. Где твой телефон? Ну, что и требовалось доказать, смотрите. На, попробуй нажать. О, прикол. Легко. Красная кнопочка подписаться внизу. Итак, двери. Их 3. И у каждой двери свой уровень сложности. Это обычная деревенская такая деревенская дверь. Здесь у нас, видишь, сетка. Дверь уже посерьезней. Ого. Замок. Так. А еще в эту дверь вкручены саморезы, чтоб тебе не было так легко. Кто это все сделал? Это уже кабинет начальника, директора. Плотная дверь. Все запаяно, зашито. Серьезный замок сейчас. Все, ключа нет. Дополнительное укрепление из дерева, металла. Но это еще не все. Там внутри тебя кое-что ждет. Котенок, мы тебя спасем. Ребята, ставьте лайк, если переживаете за судьбу котенка больше, чем за Кобякова. И все предметы обнуляются. Теперь можешь опять их использовать по новой. Но есть одно но. На первую дверь ты можешь использовать только один предмет. На вторую 2 предмета. Ну и на третью выберешь 3 предмета. Вот такая игра. Погнали. Итак, какие планы? Рассказывай. Что думаешь, что вообще, какие шансы против двери? Выбивал когда-нибудь дверь? В первую очередь, я думаю, надо убедиться, что она закрыта. Так, когда-нибудь выбивал, но это работает только в одном случае, если дверь открывается внутрь. Не пытайтесь выбить дверь, если она открывается наружу. Спасибо за совет. Судя по расположению петель, так и есть. Да, она открывается внутрь. Блин, никогда не думал, что так нельзя делать. А сами они не хотят нам открыть? Откройте, пожарные. Понятно, придется ломать. Инструмент, который я выберу, шашка. Шашка? Это вот зачем? Почему не кувалда? Почему не топор? Во-первых, это красиво. А во-вторых, кто знает, кто нас там ждет. Так, ребята, это было неожиданно. Замок сломали, внутрь мы попали. Ну, я бы тоже так смог легко. Все лишь что дверь обычная. Но впереди-то задание посложнее. Что для этой двери? Тут уже, конечно, посложнее. 2 инструмента. 2. Я думаю,
С сеткой можно справиться и руками, да? Замок. Сетка жутко опасный и коварный зверь. Я бы не стал пытаться справиться с ней голыми руками. А как насчет замка? Я надеюсь, это какая-нибудь китайская подделка. Я бы здесь воспользовался болгаркой. Может, мы попробуем какой-нибудь молоток? Но молоток может пригодиться вот там. Да, тут 3 инструментами будет сложно обойтись. Есть топор, бензопила, кувалда, лом, кирка, Ведро. ведро. Ну что, 2 предмета. Давай, первый. Я, пожалуй, начну с кувалды. Кувалда и... Я надеюсь, что ты меня не обманул, и я смогу справиться с этой сеткой голыми руками. А дверьку мы будем побеждать при помощи бензопилы. Хочешь пройти через нее просто насквозь? А почему нет? Да, хочу пройти через нее. Бензопила. Начнем, ассистент, будьте добры. О, сеточку сначала снять, нет? Потом. Хорошо. Сначала мы... Так, замок. Я бы на твоем месте болгарку брал. Но уже все. А надо было раньше. Получается китайский. Прошу вас. Так, сетка. Сеточка. Нет таких препятствий, которых не преодолеет настоящий пожарный. При помощи бензопилы. Может, по стариночке, там, с ноги, с плеча, с колена. Не поддается. Постарались. Бензопила, получается. Походу, он вырезает человека. Ага, так, вдохновлялись, да? Итак, ваши дальнейшие действия. Я думаю, нам нужно просто постучать. Вежливость открывает любые двери. Котик. Не, котик в другой двери. Но, в принципе, да. Можно войти. Ладненько, здесь справились. Но, знаете, что клево, подписчики? Бензопилы-то теперь нету. Теперь остается кувалды, молотки, топоры. И это будет интересно. Итак, 3 инструмента. Можно начать с одного. Вот какой есть? В этом случае придется нам начать с монтировки. Несу. Итак, Для начала отковыряем эти крестовины. итак, котенок, его нужно спасти. Котенок, мы скоро придем. Кстати, ребят, а как зовут вашего кота? Моего кота зовут Ваня, хотя это девочка. А как вашего? Пишите в комментариях. Ну что там оно? Дверь закрыта, да, как обычно? 3-я дверь и закрыта. Вообще что-то. А что-то тут вообще прям... Походу, нас тут не ждут совсем. Так, 2-й инструмент. Какой здесь понадобится? Кувалдочка, наверное, нет? Ребят, дальше мне понадобится кирка. Держи. Ух ты, благодарю. Так, интересненько. Думаешь, пробьешь? Это не лист металла, он потолще. Прошу прощения, я пробивал ровно 100 листов металла. Попробуем? Нет. Добрый вечер. О, так, а что у нас за вот этой вот штукой? О, посмотрите, это дерево, деревянная дверь. Подготовились. Ага, ну давай. Я этого не ожидал. Мне кажется, надо бить, потому что вот когда бил, было хорошо, а сейчас что-то ковыряешь, как-то неинтересно. Вот тут вот пошел сверху. О, интересно, сразу интересно стало, правда? Давай. Так, ребят, надеюсь, с котиком там все в порядке, потому что деревяшки летят во все стороны. Удары не детские. Я немножечко волнуюсь. О, хорошо. Хорошо. Отлично, отлично. Что там нашел? А что ж ты не предупредил, что тут еще замочки? А вот Ну, так ничего. вот, вот такая игра, да, не предупредил. Ну ничего. С этим нам поможет справиться болгарка. Берем болгарочку и выходим на финишную прямую. Инструмент готов, все подключено. Забыл сказать, но там тоже полно саморезов. Ну что, последний мучитель нашего бедного котика. Замочек на цепочке. Сейчас мы его за это накажем. Ну, надо пилить. Ура! Ребята! Пожарный справился! Ну что, иди
спасай кота. Киса, киса, киса. Так, Влад, а что это за дела? Ну ты же не думал, что мы настоящего котика туда засунем под вот эти вот удары. Вот он хороший, мы его спасли, накормили. Ну что, на самом-то деле котик всю съемочку был в безопасности, да? А у него был дублер, прям как в кино. Ну что, надеюсь, вы не смогли оторваться от просмотра этого видео, и оно вам понравилось. Если это так, то что нужно сделать? Поставить лайк. Подписаться на канал и нажать колокольчик. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4, Пожарный. Всем пока-пока.